Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня предлагаю приготовить говядину по-венски под названием тафельшпиц. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для приготовления тафельшпиц нам понадобится 1 кг говядины одним куском. Предпочтительнее использовать кострец, но за неимением такового подойдет кусок и из другой части говядины. Выкладываем мясо в кастрюлю и заливаем его обычной холодной водой. Если у вас есть говяжьи кости, то рекомендую их тоже добавить. С ними тафельшпиц получится только вкуснее. Ставим кастрюлю на огонь, доводим воду до кипения и провариваем мясо буквально 1-2 минуты. Затем сливаем воду, а мясо хорошо промываем под проточной водой. Возвращаем кастрюлю с промытым мясом на плиту, добавляем сюда же по 10-15 горошин черного и душистого перца и 2-3 листика лаврушки, а также одну небольшую целую морковку, одну небольшую луковицу и, по желанию, 1 стручок острого перца. Если есть, то можно еще добавить пару стеблей сельдерея. Сразу же добавляем и соль по вкусу. Я на 3-литровую кастрюлю добавила 1 столовую ложку. Заливаем мясо кипятком так, чтобы весь кусок оказался под водой. Накрываем кастрюлю крышкой и сначала доводим воду до кипения, а затем снижаем нагрев до минимума, чтобы мясо не столько варилось, сколько томилось, и готовим говядину на протяжении 1,5-2 часов. Через указанное время убираем из бульона овощи. Я их дальше использовать не буду, но по желанию их потом можно подавать порционно. Теперь берем 2-3 яблока или айвы. Очищаем фрукты от косточек и нарезаем их небольшими дольками, а затем выкладываем в едва кипящий бульон с мясом. К слову, я предпочитаю использовать именно айву, хотя в классическом рецепте используются яблоки. Снова накрываем кастрюлю крышкой и варим мясо с фруктами на минимальном уровне нагрева еще 30-40 минут. Кастрюлю с готовой говядиной снимаем с огня. Достаем мясо из бульона и заворачиваем его в кусок фольги, чтобы оно, во-первых, не остыло, а во-вторых, чтобы отдохнуло. Бульон процеживаем через сито. Рекомендую сразу же часть бульона, необходимого для соуса, отлить в отдельную емкость, чтобы потом на это не отвлекаться. Оставшийся бульон пока отставляем в сторону, а сами займемся приготовлением соуса с хреном. Ставим на огонь сковородку и добавляем в нее 50 граммов сливочного масла. Ждем, пока масло растопится, и добавляем в сковородку 40 граммов обычной муки. Активно перемешивая муку с маслом, обжариваем муку на протяжении 2-3 минут или до тех пор, пока масса не перестанет пениться, но не дожидаясь, пока мука начнет золотиться. Теперь, не прекращая помешивать, вливаем в основу соуса 100 мл молока и сразу же, опять-таки не прекращая помешивать, 400-450 мл бульона, в котором варилась говядина. Постоянно помешивая соус, доводим его до однородности и варим до загустения. Как правило, на это уходит не больше 1 минуты. К слову, удобнее сначала вливать тонкой струйкой бульон, а потом уже молоко. В этом случае соус гарантированно получится без комочков. По сути, у нас получился практически соус бешамель, который мы снимаем с огня. И только теперь добавляем в соус половину чайной ложки мускатного ореха, четверть чайной ложки черного перца и 40-50 граммов белого хрена. Хрен можно использовать как свежий, так и уже готовый магазинный. Свежий хрен не забудьте предварительно натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку или блендер. Также в соус нужно добавить 20-30 мл лимонного или лаймового сока. Это, как правило, сок половины лимона или лайма. Хорошо перемешиваем соус, который мне постоянно хочется назвать хреновым, но не по вкусу, а по содержанию. Обязательно пробуем соус и, если необходимо, добавляем соль по вкусу. По желанию в этот соус можно добавить предварительно пюрированные яблоки или айву, которые варились с говядиной. Но я предпочитаю подавать эти фрукты порционно целыми кусочками. Когда соус готов и доведен по вкусу, возвращаемся к говядине, которую необходимо нарезать тонкими слайсами поперек волокон. Тонко нарезанную говядину выкладываем на порционные тарелки. И тут есть два варианта подачи.
Можно к ломтикам мяса добавить отварные овощи, у меня это картофель и кусочки айвы, залить соусом с хреном и подавать тафельшпиц в виде второго блюда, которое нужно запивать ароматным бульоном, поданным в отдельной чашке. А можно ломтики мяса залить бульоном и подавать тафельшпиц с хреновым соусом в виде первого блюда. А если вы варили бульон с добавлением костей, то можно дополнительно подать и костный мозг, намазанный на кусочек хлеба. Но в любом случае, какой бы вариант подачи вы ни выбрали, в результате получается невероятно вкусное блюдо с ароматным бульоном, оригинальным кисловато-острым соусом и нежнейшей говядиной, которое в свое время на минуточку привело в восторг австрийского императора Франца Иосифа I. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!